Всем привет, я Марина и с вами школа Сакрамел. Самые сложные ногти для мастера обгрызенные. Что с ними делать и как к ним вообще подступиться? Об этом в данном видео поделюсь с вами новым лайфхаком. Поехали! Так выглядят ногти моей модели. Она юная девушка, учащаяся в институте, постоянно нервничает, конечно, сгрызает эти ногти, отдирает, и выглядят они так, как выглядят. Наша задача сегодня выполнить преображение, сделать эти ручки красивыми и ухоженными. И первый этап, с которого мы всегда начинаем, это раскрытие кармана апельсиновой палочкой. Для такой стелющейся кутикулы апельсиновая палочка менее травмоопасна и менее неприятна. Часто такие руки сопровождаются излишней влагой, которая мешает в аппаратной обработке, поэтому использую специальный тальк-присыпку для того, чтобы убрать эту влагу. Можно использовать и детскую присыпку, но нужно проверить, не будет ли она вызывать отслоек материала. Первым этапом приподнимаю кутикулу при помощи безопасной фрезы. Это насадка, которая не имеет абразива и просто идеально подходит для такой сильно стелющейся кутикулы. Она не пропилит ногтевую пластину и просто идеально для новичков. После этого беру фрезу пламя диаметром 0,21 и уже прочищаю те места, которые не доработаны безопасной фрезой. Также обрабатываю боковые валики, пазухи. Важно передний валик, для того, чтобы проще было выполнять покрытие в дальнейшем. На таких обгрызенных ногтях передний валик очень часто выступает на поверхность, что впоследствии мешает моделированию ногтей. После обработки всех левых сторон прочищаем правые в положении реверс. С такой кутикулой, конечно, не просто работать, особенно начинающему мастеру. Требуется сноровка и некий опыт, чтобы все сделать аккуратно и не навредить клиенту, не поранить его. Поэтому всегда работаем в контакте с ним, смотрим на его реакцию, нет ли неприятных ощущений, не больно ли ему. Теперь, не срезая кутикулу, зашлифуем поверхность при помощи пилки 240 грит, для того, чтобы чешуйки ногтя приподнялись. Важно, что не сначала срезаем кутикулу, а потом шлифуем, иначе можно ее поранить пилкой. А сначала шлифуем, а затем приступаем к срезу. Во время шлифовки выполняю длинные движения слева направо. Для среза использую ножницы-твизеры. И при такой сильно стелющейся кутикуле понадобится два прохода среза. Сначала мы срезаем общую массу кутикулы, и затем нам будет видна чистота кармана подкутикульного. Если недостаточно что-то прочистили, можно всегда вернуться к фрезе, доработать и потом снова вернуться к ножницам. При такой кутикуле у нас получается маникюр в два захода. Приподняли, срезали, снова приподняли и срезали. Почему такой эффект происходит? Дело в том, что мы не можем настолько глубоко подлезть фрезой и все хорошо увидеть. Поэтому после среза все то, что осталось внутри недочищено, становится явным, и мы можем продублировать работу фрезой. Также оставшиеся мелкие заусенцы можем зашлифовать при помощи алмазной фрезы, шар или скругленный цилиндр, той, которой вы привыкли работать, с большим диаметром. Важно не задерживаться на одном месте, чтобы не обжигать кожу, чтобы ее не перетирать и чтобы маникюр был максимально безопасным и комфортным для вашего клиента. Помимо этого прохожусь по переднему дистальному валику, чтобы убрать роговевшую кожу. Выполнили маникюр и посмотрите, насколько уже преобразилась ногтевая пластина. Обожаю этот эффект, когда клиент смотрит на свои руки и просто их не узнает, потому что ногтевая пластина вытянулась. Для улучшения сцепки мы обезжириваем пластину, а также наносим бескислотный праймер. Важно наносить его аккуратно, не попадая на кожу, в избежание аллергических реакций. Перед моделированием будем наносить пластичную базу тонким слоем. Старайтесь также ею не попадать на кожу. Для прокраски свободного края ставлю кисточку перпендикулярно и медленными движениями прокрашиваю его. Думаю, вы со мной согласитесь, что при такой короткой ногтевой пластине обычное покрытие гель-лаком будет смотреться не очень красиво, не очень эстетично. Ногти совсем короткие и выглядят как кругляшки. Поэтому решено, выполняем моделирование. Не все мастера могут подставить нижнюю форму под такую короткую ногтевую пластину, поэтому выполним наращивание на верхние формы. И вот тот самый лайфхак, который я вам обещала показать.
Для того, чтобы убрать передний валик, будем использовать тейпы. Это такие клеевые полоски наподобие пластыря, которые используются для разглаживания морщин и в общем и других целях. И я их решила приспособить именно для того, чтобы убирать валик. Приступаем к выбору верхних форм. Выбрала шаблоны по форме балерина. С ними у нас должен получиться зауженный квадрат, который будет более уместно смотреться при такой ногтевой пластине. Важно, чтобы форма совпадала по точкам ногтевого вроста. Для моделирования будем использовать акригель. Это самый удобный материал для работы с верхними формами. И теперь приступаем к тейпированию. Приклеиваем тейп к подушечке пальца, оттягиваем полосочку, и валик у нас автоматически отходит назад. Теперь при моделировании он не будет нам мешать. В этом месте не получится тонкой выкладки, будет нужная толщина и ногти будут держаться отлично. Устанавливаю форму чуть ниже кутикулы. Если поставить ее в стык, скорее всего, форма будет взлетная. Она и так немного взлетает из-за того, что ногти обгрызенные сами по себе растут вверх. Плюс еще мешает передний валик. Следите при постановке формы, чтобы она стояла ровненько. Просушиваю портативной лампой несколько секунд, переворачиваю ногтевую пластину и выглаживаю с внутренней стороны. Выглаживаю таким образом, чтобы поверхность стала ровной, чтобы меньше впоследствии опиливать. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. После того, как выполнили моделирование, приступаем к опилу. Необходимо убрать липкий слой в зоне около кутикулы, а также с внутренней стороны. Теперь, конечно, стоит это все дело попилить. Для этого использую твердосплавную насадку, тонкую, и убираю бортик возле кутикулы. Убираю также все затеки. На этом этапе важно высоко не приподнимать насадку на носик, чтобы не было пропилов ногтевой пластины. После этого дорабатываем форму и поверхность при помощи пилки. Опиливаем ровные боковые стороны, нижние параллели, а также зашлифовываю поверхность. Благодаря тому, что мы понизим высоту, ногтевая пластина не будет казаться такой вверх растущей. Если при моделировании вы обнаружили недостаток материала в точках роста, его всегда можно доложить. Такое, к сожалению, часто бывает при короткой обгрызенной ногтевой пластине. И акригель очень удобный материал, который можно работать по воздуху, который тут же закрывает все эти дырочки. Не переживайте, носибельность от этого не ухудшится. После опила поверхности опиливаем внутреннюю этой же фрезой. Совсем немного прохожусь по боковым сторонам, потому что серединка и так хорошая. Переворачиваю руку и выпиливаю толщину торца. Она должна составлять 0,7–1 мм, в зависимости от будущего дизайна. Все опилили, обезжириваем, но у кутикулы у нас недостаток материала, поэтому мы будем использовать базу. Моя модель хотела что-то нюдовое и блестящее, мы подобрали шиммерную базу от Космопрофи. Ставлю каплю в зону кутикулы и распределяю кистью из флакона, а затем поправляю тонкой кистью. Почему я выбрала именно такой способ моделирования верхними формами, не от кутикулы, а чуть ниже? Для того, чтобы впоследствии не опиливать фрезой в зоне кутикулы, чтобы не размахрить маникюр, потому что и так он нам дался непросто. При такой стелющейся кутикуле не хотелось бы его испортить и размахрить. Покрываем топом с небольшим выравниванием, смотрим на поверхность, чтобы она была ровной, и отправляем в лампу на просушку на 30 секунд. Во избежание новых заусенцев заполируем кутикулу по маслу. Наношу на салфетку масло, затем втираю в кутикулу и использую силиконово-карбидный шлифовщик серого абразива. В положении реверс полирую кожу, запечатывая тем самым все чешуйки кожи и заусенцы. С меньшей вероятностью они появятся вновь, ведь очень часто при такой стелющейся кутикуле они появляются. Кожа становится более увлажненной и напитанной. Наш результат. По-моему, получилось просто здорово. Если считаете так же, поставьте пальчик вверх. Смотрите и другое видео с наращиванием на обгрызенные ногти, но на нижние формы. Ну а я желаю всем успеха в работе. Счастливо. Пока-пока.